Всем привет! Сегодня предлагаю сшить вот такое летнее платье. Оно шьется очень быстро, всего лишь за 1,5 часа, и нам понадобится всего лишь метр ткани. Для того, чтобы сшить данное платье, нам понадобится в первую очередь ткань. У меня это вот такое вот хлопковое полотно, чуть больше метра. Преимущество этого платья в том, что вы можете сшить его из любой ткани. Это может быть вискоза, это может быть какое-то ненатуральное полотно, также это может быть трикотаж. Покажу, как сшить намного проще вот такой вариант платья. Нам понадобится также готовая выкройка. Я оставлю варианты выкроек под этим видео. Первое это будет выкройка, по которой я шью, но также оставлю несколько других вариантов. Также нам понадобится сантиметровая лента, ножницы, нитки в тон, мел, чтобы рисовать на ткани, и булавки. Также я буду шить на оверлок. Если оверлока у вас нет, вы можете сшить на швейной машинке. Итак, покажу на примере переда, как я составляю эту выкройку, потому что мне самое главное переснять выкройку до талии. Итак, смотрите, я перекладываю выкройку с учетом сгиба по середине переда, переснимаю основную часть, у меня идет выточка по переду, и переснимаю основные точки талии. То есть мне нужна линия талии по боковой стороне, и также мне нужно обозначить линию талии на середине изделия. Теперь от этих меток я буду отмерять юбку. Потому что юбка у нас будет немного другая, чем по выкройке, поэтому я составляю и раскраиваю, выкраиваю то, что мне нужно самой. Итак, от этой метки я отмеряю вниз 55 сантиметров. Вот моя точка. И отмеряю ее. И также от талии мне нужно в бок тоже отмерить 55 сантиметров. Но для начала я вот здесь отмеряю 35 сантиметров и ставлю отметку. Потому что 35 сантиметров это та ширина юбки, которая у меня будет по низу. Вы можете использовать любую длину юбки, но помните, чем длиннее юбка, тем шире должна быть вот эта вот деталь, потому что иначе вы просто не сможете сделать шаг, если полотно не трикотажное. Теперь, когда я отмерила вот там 35 сантиметров, я отмеряю от этой точки тоже 55 сантиметров и прокладываю вот такую вот диагональ с помощью сантиметровой ленты. Все вот эти отметки 55 на 35 у меня с учетом припусков на шов, поэтому вот здесь вот я вот сантиметр один отложила, потому что дальше я еще проложу припуски и вырежу нашу переднюю часть. Также выкроила рукава, будет у меня короткий рукав по принципу футболки. Вот здесь, если посмотреть, без припусков, вот по этому срезу у меня получается здесь около 8, даже меньше сантиметров. Вы можете делать длину рукава, какую вы посчитаете нужной. Самое главное, не забудьте перенести самые важные отметки, это середину оката рукава и вот эту вот отметку по переду, чтобы не перепутать, где передняя, где задняя часть. Вот показываю более наглядно, что мы вырезали. Мы вырезали переднюю половину со сгибом, вот на ней выточка по груди, задняя половинка со сгибом, и по ней выточек нет. И также 2 рукава. Сейчас приступаем к пошиву, будем начинать с выточки. Первое, что мы делаем, это скалываем выточки на груди по переду. Можно также сметать, если вы еще новичок и для вас будет так неудобно шить. И прокладываем строчку на швейной машинке. Строчка проложена, нам нужно будет для начала разутюжить этот шов и потом выточку как бы заутюжить наверх изделия. Сделаем так с 2 сторон. Соединяю плечевые швы задней и передней половинки. Я скалываю булавками и буду прокладывать строчку где-то на расстоянии 1 сантиметр на швейной машинке. Позже я обработаю оверлоком этот срез. Если у вас нет оверлока, вы можете использовать зигзагообразную строчку или какие-то другие строчки, подобные оверлочной, на вашей швейной машинке. Строчки я проложила, закрепила оверлочной строчкой и заутюжила на заднюю часть. Теперь будем втачивать рукава. Я предлагаю втачать рукав самым простым способом, то есть до того момента, когда мы сшили боковые швы и соединили вот по боковым швам рукава,
Предлагаю сначала вточать рукав. Это по такому принципу трикотажного полотна шьются многие изделия. Смотрите, что я сделала. Соединила середину оката рукава с плечевым швом. Также я соединила в начале по передней половинке и по задней половинке. Если вы не еще новичок, я предлагаю для начала сметать вот эти вот швы по окату. И я буду прокладывать сразу строчку на оверлоке, и потом закреплю еще строчкой на швейной машинке. И только затем мы будем прокладывать одну единую строчку бокового шва по рукаву и сразу переходить на платье. Я буду прокладывать строчку сразу на оверлоке, и я буду прокладывать по стороне рукава. Так удобнее делать сборку, если вот здесь вот где-то она понадобится. Вот, прокладываю строчку по всему окату. Вот, я проложила строчку на оверлоке и закрепила строчкой на швейной машинке. Еще раз повторюсь, если вы новичок, то лучше сметать предварительно, не просто заколоть булавками, потому что вот здесь вот, когда начнется присбаривание, у вас может просто повести и шов будет неровным. Также нам нужно будет заутюжить. Заутюживаем на сторону рукава, заутюживаем по лицу. Сейчас покажу. Заутюживаем припуск на сторону рукава. Я делаю это на рукавной колодке, чтобы вот этот окат был более плавным, потому что если вы разложите на просто гладильной доске, у вас не получится плавный такой вот переход. Сделали так с двух сторон. Теперь выворачиваем платье наизнанку, скалываем основные метки. Шов рукава у нас должен совпасть, метку начала рукава. Дальше мы по талии соединяем и так вот до конца изделия. Сейчас нам нужно будет проложить вот так вот строчку. Начинаем с рукава, прокладываем строчку на швейной машинке, и потом я буду обрабатывать край на оверлоке. Строчку прокладываем неразрывную от начала рукава и заканчиваем в конце платья. Я проложила шов на швейной машинке, закрепила оверлочной строчкой по всей длине платья. Я сделала так с двух сторон. В принципе, наше платье практически готово. Нам осталось только подшить рукава, подшить низ изделия и обработать горловину. Я хотела показать вот такой вот способ. Если хотите, можно обработать косой бейкой. Как обрабатывать косой бейкой, я оставлю в одном из вариантов платьев, которые я шила, и показываю там подробно. Если же у вас совсем нет времени и вы хотите очень быстро сшить это платье, вот один из самых простых вариантов. Я просто обработала горловину по всей окружности на оверлоке. Потом я отогну один раз, подогну один раз и проложу строчку на швейной машинке. Сейчас я это все сметаю, чтобы было все ровно. Сметаю горловину, сметаю низ рукавов и низ изделия. Для того, чтобы обработать низ рукава, я сначала прокладываю наметку. Я подворачиваю два раза, то есть на 1 сантиметр, потом еще на 1 сантиметр. И прокладываю по всей окружности рукава наметку. Потом проложу строчку на расстоянии где-то 0,7-0,8 мм от конца края. Я наметала два рукава. Также я наметала горловину, просто подвернув край, который я обработала на оверлоке, где-то на расстояние 5 мм, и проложила строчку руками. Также после этого я заутюжила немного, точнее приутюжила этот шов, для того, чтобы горловина была ровнее. И только сейчас проложу строчку где-то вот на расстоянии 0,4 мм от края. Что же касается низа платья, я примерила его на себя, и мне показалось длинноватым. Я убрала буквально 3 сантиметра. После этого я сделала отворот двойной, точно так же, как на рукаве, по 1 сантиметру, то есть 2 сантиметра у меня ушло на подгибку низа. Тоже наметала на руках, и сейчас проложу строчку. Я проложила швы на швейной машинке, наметку убрала, как сами видите, все готово. Вот низ изделия тоже все отстрочила. Сейчас идем на утюг, нужно будет отутюжить все швы и само платье, и можно уже бежать днем по делам.